Всем привет! Это канал True Kitchen. В этом видео я покажу, как я обычно готовлю селедку. Рецепт простой, но, как всегда, есть нюансы. Я не люблю покупать готовый полуфабрикат, потому что рыба часто нарезана очень толсто, попадаются крупные кости, и она, в принципе, бывает иногда горькая. Поэтому я предпочитаю немножко повозиться, но сделать так, как я хочу. Я купил малосольную селедку, целую. Сейчас буду ее разбирать. Сперва отрезаю голову. Делаю надрез с одной стороны под 45 градусов. Затем с другой стороны. Теперь делаю надрез от заднего отверстия до головы. Теперь большим пальцем достаю внутренности. В данном случае смотрим, если есть молоко, молоко оставляем. Если кто-то икру любит, можете оставлять, я ее не люблю, поэтому я ее убираю. Здесь все внутренности достаем. Вот эту пленочку мы сейчас промоем под водой. Нам нужно разбирать рыбу, в данном случае селедку, пока мы полностью всю внутреннюю часть не уберем. Дальше, после того, как мы внутреннюю часть убрали, это самая грязная работа, начинаем промывать под водой. Под холодной проточной водой споласкивая всю рыбу. Хорошо промываем брюхо. Убираем остатки крови, пленки. Все, что здесь остается, все промываем. Тут так, что рукой снимется, снимаете рукой. Все остальное берем ножом. И на этом этапе досточку сполосну. Теперь селедку со стороны спины слегка надрезаем. Таким образом. Это нам надо будет сделать для того, чтобы легче достать хребет и затем почистить от шкуры. Теперь операция такая. Нам нужно пальцами, в основном большим и указательным, доставать, точнее даже снимать, допустим, эту филешку с хребта. То есть здесь есть хребет с костями реберными, вот эти, в этой части, и есть с костями, которые уходят от хребта в толщу нашего филе. Для того, чтобы его снять, просто так срезать филе с хребта, этого будет недостаточно. То есть его нужно прям снимать с костей. Как это делать? Погружаемся, мы сделали вот этот надрез вдоль спины. Теперь погружаемся нашими пальцами. Аккуратно здесь вот прям доходим до костей, которые мы прям руками чувствуем. И постепенно со стороны спины начинаем как бы снимать филе с костей. То есть выдавливать пальцами. То есть у нас вот так вот получается. И вы будете видеть прям, как у вас остаются косточки, большая часть на филешке. Дойдя до хвоста, здесь вот этот промежуток вообще очень легко снимается. И все. Дальше, когда вы дошли практически до самого хвоста, вы можете уже подрезать ножом. И у вас получается одна филешка. И теперь так же самое снимаем с второй стороны филе. Только здесь в обратном порядке. То есть в данном случае вы больше достаете хребет из мякоти, а не наоборот отталкиваете филе от костей. Ну, я надеюсь, понятно вам. Для того, чтобы как можно более экономно снять этот хребет, вам нужно пальцами прям скользить по нему, прям по хребту. Все, и у нас минимум отходов. Как видите, здесь мяса почти не осталось. При этом мы достали реберные кости. Ну, там почти все, парочку, как правило, остается. И очень много достали костей, которые идут в толще, то есть как бы горизонтально в рыбе. Это мы все убрали. Теперь что мы делаем? У нас есть на каждой второй половинке, да, то есть на одной половинке у нас будет плавник, на второй у нас не будет плавника. Плавник надо аккуратно срезать. Дальше здесь также самый плавничок снизу. Нижний плавник будет с обеих сторон, с обеих филешек. И теперь нам нужно до конца очистить
нижнюю часть от костей. Вот видите, они еще есть. Если у вас есть пинцет для костей, можете им. Нет, можете просто, вот как я сейчас в домашних условиях, просто рукой еще. Может быть, какие-то остатки есть. На работе, конечно же, быстрее и лучше приучить себя доставать все это костями. Дальше я ножом скоблю филешку. Сейчас возьмусь так, чтобы вам было видно. То есть эту всю черную пленку, ее надо снять. Можно срезать ножом, да, но, опять же, будет очень неэкономно. Поэтому желательно все, что вы можете снять, соскоблить, лучше делайте так. Так, теперь, когда я пальцами проверил брюхо, костей не вижу, теперь приступаю к снятию шкуры. Шкуру я всегда снимаю с головы к хвосту. Практически всегда у меня в этой части будет плохо сниматься шкура. Очень часто я даже здесь подрезаю. Почему? Потому что здесь есть такие как бы пластинки. Вот они. Они расположены вдоль всего брюшка, которые нам не позволяют легко снять шкуру. Поэтому вот эту часть можно чуть-чуть подрезать. И дальше с головы к хвосту снимаем шкуру. Как это делать? Мы задеваемся у какого-то края. Может быть, получится не с первого раза, не полностью вся шкура. Но вот большая часть будет сниматься одним движением. Самое главное сильно не рвать. А вот мы просто тянем. И уже что называется, что со шкурой снялось, то снялось. То есть это уже выкидываем. Все, и получается, что все плавники у нас ушли. Тут маленький еще снизу был, но он отрывается вместе со шкурой. И на этом все. На этом этапе я уже подготавливаю бокс, в котором я буду как бы мариновать рыбу, да, заправлять ее. Это будет вот такой бокс. Он плоский, мне в нем удобно будет положить 2 филешки. И, допустим, я могу потом еще 2 филешки сверху положить. Или как-то по-другому разместить, чтобы потом и красиво это доставать. Досточку помыл, нож помыл. Нож мыть нужно не только для того, чтобы была гигиена, чистота, а для того, чтобы он был острый. Потому что, когда он грязный, различные частички еды налипают на лезвие, и потом тонкую сделать нарезку тяжело. Поэтому, во-первых, я помыл, во-вторых, немножко его подведу. На этап нарезки нож должен быть максимально острый. Дальше что мы делаем? Филешку кладем головой влево, если я правша, если я левша, головой вправо получается. И надо начинать нарезку с головы к хвосту. Тут, собственно, основная разница будет того, как делают очень многие и как делаю я. Многие режут достаточно толсто рыбу, либо прям вот так поперек, либо под 45 градусов, и все равно толсто делают, как я люблю делать, когда рыба нарезана тонко. Что я подразумеваю? Мы делаем нарезку вот такой вот под 45 градусов, и чего я добиваюсь таким образом. Когда мы достаем хребет и очищаем рыбу, как ни крути, внутри все равно остаются внутри мышц вот такие вот тонкие косточки. Во-первых, большая часть из них будет прорезаться достаточно тонко за счет тонкой нарезки. И часть вот крупные, которые будут оставаться, я смогу доставать руками. Ну, точнее, они все равно мелкие. И та часть небольшая, которая будет оставаться после мариновки, вообще будет неощутимая. То есть рыбу вот я режу на такие тонкие слайсы. Как на, не знаю, как на севиче, карпаччо. Кто это знает, тот молодец. Вот, и все. Дальше я начинаю нарезать и выкладывать рыбку рядом. Сразу говорю, это чуть-чуть дольше, но зато получается хороший эффект. Настоятельно рекомендую хотя бы один раз попробовать сделать так. Я думаю, что и вы кайфанете, и ваши гости. Все, теперь бокс беру, в который буду складывать. И теперь переворачиваю рыбу прямо в бокс. Таким образом. И продолжаю резать дальше.
Теперь беру одну луковицу. У меня белый репчатый лук. Можно брать синий, любой другой, салатный лук. Теперь мелко его нарезаю. Мелко имею в виду тонко. Скидываю его в миску. В лук добавляю примерно столовую ложку яблочного уксуса. Примерно. Потом, если что, по вкусу добавим еще. Соль по вкусу где-то чуть меньше щепотки примерно. Сахара где-то 2 щепотки. Все, теперь его хорошо вымешиваем и немножко давим, чтобы из лука вышел его сок. Все, стал чуть-чуть мягче. Отставляю на минутку его в сторону. На саму рыбу добавляю специи. Свежемолотый перец черный. Можете воспользоваться готовыми специями. Они классные, но вот последнюю специю я брал, мне не понравилось. Там было очень много куркумы или чего-то такого, и вся рыба была желтая. Ну, мне не нравится, поэтому я теперь по отдельности добавляю. Была еще копченая паприка, добавляю ее чуть-чуть. Кориандр к любой рыбе хорош. И теперь сверху выкладываю этот лук. Просто его равномерно распределить нужно, и все. Здесь у меня, если что, 3 филешки. 4-ю я отдельно убрал, чтобы сделать фотографию для обложки. А вот 3 филешки у меня поместились идеально. И, собственно, лука достаточное количество для них. Так, специи, понятно, для того, чтобы сделать вкус. Для чего нужен лук? Для того, чтобы, во-первых, придать рыбе вкус, убрать ее вот этот вот неприятный легкий привкус селедочный, который может быть. И также за счет кислоты, которая есть в луке, кости, остатки, которые все равно там есть, маленькие какие-то огрызочки, либо, может быть, мы где-то не достали, они станут мягче. От любой кислоты косточки становятся мягче. И оставить нам нужно селедку в таком виде примерно хотя бы на час-два. Примерно. Сейчас еще чуть-чуть буквально рукой придавлю. И нужно будет оставить это в холодильнике. За час-два селедка достаточно хорошо промаринуется. Можно это оставить даже на ночь. Я иногда на ночь оставляю. Почему? Потому что я знаю, допустим, что на следующий день будут гости. Я заранее разбираю, мариную селедку, потому что, как ни крути, это трата времени. И так, чтобы уже точно знать, что на следующий день у меня все готово. Все, вот так вот чутка придавливаю. Накрываю крышкой. Накрываю крышкой и в таком виде очень просто оставляю в холодильнике примерно, как я и сказал, час-два, и можно больше, можно сутки, но не слишком долго. И все. Лучок мы потом тоже будем использовать, поэтому делайте его, если очень любите лук, делайте его больше, потому что его потом можно кушать в прикуску. Друзья, но я напоминаю, что на моем канале стало доступно спонсорство. У кого есть желание и возможность помочь развиваться этому каналу, я буду только благодарен. Все подробности по ссылке под видео. 2 часа прошло, рыбка у нас замариновалась. Ну, вид обычный, как бы ничего особенного. Теперь будем ее пробовать. Я подготовил хлебчик сушеный. Обязательно бородинский. Это прям обязательно. Теперь достаем пару кусочков рыбки. Я слышу, как бурчит твой живот. Сверху чуть-чуть лучка. И теперь любимая часть каждого видео. Пробуем. Рыбка обалденная, с лучком, с хрустящим хлебчиком. Кайф. Если вы любите, можно еще сверху полить немножко масличком, нерафинированным подсолнечным или обычным рафинированным. Также офигенная бессмертная классика, помимо бутика, это с картошечкой отварной, с лучком. Песня. Что, собственно, и будет на фотографии этого видео. Друзья, ну а на этом все. Кому это видео понравилось и было интересным, ставим лайк, подписываемся на канал и пишите обязательно комментарии. Всем пока!